With me. Всем привет, и вы на канале Pigeon Polly. О, как давно я не говорила этих слов, а вы их от меня не слышали. Последнее видео на этом канале вышло аж в январе, то есть сейчас буквально прошло 6 месяцев, но лучше поздно, чем никогда. В этом видео я делаю первые развороты в новом скетчбуке от Art Creation, и я решила вот так украсить первый разворот, где приклеена страница к обложке. Мне захотелось сделать что-то такое уютное, чтобы этот скетчбук было приятно таскать с собой, и он у меня ассоциировался с домом. Собственно, поэтому свой дом я и рисую. Абсолютно типичная ситуация. Я сижу, рисую в скетчбуке, внутри своего скетчбука. Кошка, Милочка, залезла в пакет. У меня расставлены краски, муж несет что-то вкусненькое, и в целом вот такая вот уютная атмосфера. Также я решила пронумеровать мой скетчбук, и наверху на полке вы можете видеть мои все предыдущие скетчбуки. Ну и там на полу тоже чуток стоит. Акварель в данном видео, которое я применяю, это вообще мой типичный набор. Это Midgela Mission Gold. Я вот как в них влюбилась, так до сих пор их и использую уже несколько лет. Это действительно для меня самая лучшая акварель из тех, что я пробовала. Но, возможно, если я все же продолжу выкладывать видео, то скоро появится и обзор на некоторые интересные новинки, которые мне достались от моего друга. И совсем скоро вы узнаете, что же это такое. Я очень на это надеюсь. Я не хочу говорить каких-то громких слов о том, что вот, я вернулась на канал, ура-ура. Жизнь такая сложная штука и подбрасывает нам много сложностей. И о многих сложностях вы можете даже прочитать в новостях, которые также влияют на деятельность людей в интернете в том числе. И да, поэтому никаких громких заявлений не будет. Но если кто-то еще остался на этом канале, мне будет приятно, если вы дождались очередного видео и, возможно, дождетесь еще больше. У меня есть уже планы на несколько видосов, которые я хочу снять. Я жду сейчас еще одну посылочку с одним арт-материалом, который будет нетипичен для моего канала. И будет интересно, собственно, посмотреть, как с ним работать и что с ним вообще делать можно. Пыталась я создать канал на английском языке, и за это время я вообще мощно подтянула свой английский, чему я несказанно рада. Но я поняла, что мне слишком тяжело записывать видео на английском языке. Может быть, я когда-то к этому вернусь. Пока что я вообще ничего не могу как-то точно сказать. Но я поняла, что причина, по которой я вообще перестала что-либо выкладывать, отчасти это то, что я не могу высказывать свои мысли полноценно. На английском языке мне все еще сложно подбирать слова какие-то, и вот так вот потоком нельзя сесть и записать озвучку для видео того же, да. И уж тем более с рисованием в последнее время тоже. У меня мощный арт-блок, я пытаюсь из него выкарабкиваться какими-то всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Ну и еще из новенького, может быть, вам будет интересно, я сейчас работаю над курсом по скетчингу. Я потратила где-то месяца 3 на то, чтобы получить лицензию на проведение онлайн-курса по скетчингу для взрослых людей. И сейчас я получила эту лицензию, собственно, и начала работать над материалами. В целом, это, конечно, тоже все идет довольно напряженно, но как минимум я понимаю, что мне это делать нравится, и я очень надеюсь, что в скором времени этот курс тоже увидит свет и будет доступен. Что-то об этом я тоже еще больше расскажу, я надеюсь, здесь на Ютубе. Если вы не хотите потерять коннект, так скажем, всегда обязательно подписывайтесь на Инстаграм, потому что там, хоть что-то, да я иногда выкладываю, если что-то нарисовала или если что-то в моей жизни интересное происходит, из поездок и так далее.
Еще интересные моменты по скетчу, которые вот тут я рисую. Я пыталась изобразить снич наверху справа на темном фоне. И если вы играете в компьютерные игры, в частности в Sims, то вы, наверное, узнали эти тапочки, которые на мне зайчики. Я их, собственно, оттуда и вдохновлялась, из Sims. Вот. По-прежнему я грущу от того, что YouTube уже не тот, и те блогеры, которых я смотрела, многие просто перестали снимать видео, наверное, отчасти по тем же причинам, что и у меня. Но кто-то остался и держится, и недавно я даже оформила подписку на вот Happy Xu, у нее Boosty есть. Меня дико вдохновляют ее видео. Это вот, наверное, блогер, которого я смотрю уже давно, и при первой же возможности вот я решила также поддержать ее на Boosty. Если вы смотрите, тоже дайте знать в комментариях, будет интересно, сколько вас. Вот. Мне очень нравятся ее проектные темы, то есть выбор какой-то тематики, когда научилась рисовать Сумея. Это было очень интересно смотреть. Вообще вот то, как размышляет художник над своей работой. Потому что, нарисовать можно, но намного интереснее для меня, по крайней мере, понаблюдать за тем, как он размышляет в этот момент, почему он выбирает именно так сделать, что он делает, как он это делает. Это вот очень интересно. В последнее время я меньше стала ходить также на пленэры, потому что поняла, что все-таки в рисовании мне очень важен комфорт. Да, скетчи, сделанные на пленэре, наверное, получаются намного более живыми, но в то же самое время они получаются менее интересными для меня самой, в том плане, что я вижу все косяки, и меня просто глаз дергаться начинает. И я понимаю, что я бы сделала намного лучше, если бы можно было сесть за стол и сделать это. Но в плане подбора цвета, наверное, так они получаются намного живее и интереснее. Поэтому наверное, я буду использовать еще этот метод, ходить на пленэры и все такое, чисто для развития вот цвета и света. И чтобы такие небольшие какие-то этюдики делать, как заготовки для следующих каких-то более объемных работ. Также в последнее время я стала рисовать то, что мне было не свойственно. Это ботанику. Мне прям очень понравилось, и я уже нескольким людям в подарок нарисовала. Акварели, там были клубнички, вы тоже можете это в Инстаграме посмотреть. И сейчас я готовлю картину на одно очень важное мероприятие для меня, моего родственника. И там тоже тематика ботаники присутствует. Также за это время я попробовала акварельный скетчбук от Moleskine без текстуры, а просто с обычными листами плотными. И, честно говоря, как-то нету в нем вайба и души для меня. Я понимаю, что это звучит странно, и вообще какие-то описания не художественного характера, то есть не каких-то там про плотность бумаги или еще что-то нет. Просто не мое. И я поняла, что Art Creation в этом плане для меня намного больше подходит. То есть у меня есть две крайности. Либо это довольно тонкая бумага Art Creation, которая не держит много воды, либо это 100% хлопок, и тогда мы заливаемся водой по полную. Если интересно, кстати, могу попытаться видео, как я рисую по мокрому что-нибудь, как раз вот вам показать, если вдруг интересно, если здесь вообще еще кто-то остался. Мне понравилось, я пересмотрела много своих видео, и мне захотелось вернуться, захотелось поснимать, захотелось показать вам. И да, это очень-очень ценный опыт. Я очень надеюсь, что у меня получится больше времени этому уделять. Спасибо, если вы посмотрели это видео, и до новых встреч!